Снова доброго дня. Снова я в кадре. У нас вторая часть прогулки по Невскому проспекту. Продолжаем двигаться от Дворцовой площади в сторону площади Восстания. Предыдущую мы часть закончили на этом месте у Большого гостиного двора. Движемся вперед. В прошлой части я сказал про галерею на втором этаже на Большом гостином дворе. И вот у меня сейчас закрадывается ощущение, что на данный момент они все входы и выходы на второй этаж закрыты в силу того, что там сейчас организуют, видимо, украшения для новогодние украшения, а не для. Поэтому, чтобы никто там не пострадал, не повредился, выход закрыли. А мы спускаемся. Оп, оп, нет. Подземный переход. Это единственный вариант, как можно перейти Садовую улицу в данном месте. То есть мы сейчас на перекрестке Невского проспекта и Садовой. Оба. Так, а мы оказываемся у Екатерининского сада. Там виднеется памятник Екатерине. Сейчас подойдем. Полил руку универсам Елисеевых. Так, а у нас справа Екатерина, и за ней Александрийка. Александринка. Да, будет правильный. Тут мы видим Екатерину с фаворитами. Всех перечислять не буду. В принципе, достаточно интересная вещь. Вот сейчас у нас перед нами фигура со шпагой в руке. Суворова. История знает несколько моментов, когда шпагу, которую он держит в руке, воровали. Но пока она при нем. Так, Александринский театр. Парк. Желтый. Напоминаю, у нас на календаре начало ноября.
Кому было интересно, как выглядит Петербург в это время. Так, вот, смотри, какой какой-то восторг, это как неподдельный. Вот так выражают эмоции люди, впервые увидевшие данную картину. Так, а мы ждем зеленого сигнала светофора и будем зеленый свет нам дали. Справа театр комедии, а прямо Елисеевский гастроном, магазин купцов Елисеевых. Все любят сюда подходить, фотографироваться с этими карликами-уродцами. Сам по себе гастроном как музей, но в этот музей мы не пойдем, а пойдем мы на Малую Морскую. Фонтан часы уже выключен, к сожалению. Да-да, знаете, он показывал время в зависимости от того, из каких струй идет вода. Так, а давайте сюда, в этот двор. Хотя, что, зачем? Нет, ну, всегда зачем, а всегда идешь. Посмотрим, что у нас на задворках Невского проспекта непосредственно происходит. А здесь у нас, ох, какая как будто бы башня, но такой вот кто-то себе жилплощадь расширил таким образом. Здесь лесенка, кстати, по-моему, винтовая наверх уходит. И да, если я не ошибаюсь, я могу. Здесь нет, следует в этом прямо здании вход с Невского. Там музей фотографий. Да, не абы кого. Вот мы сейчас к памятнику фотографу подойдем. Памятник фотографу. Такой вот. Угу. Карла Булы. Карл Була был, можно сказать, придворным фотографом, да, при Николае II. Здесь у него была мастерская. Вот это розовое здание, вход с Невского, поднимаетесь на самый верх, и там музей Карла Булы. И там же можно выйти на крышу за какую-то денежку. Честно, не помню сколько. Но тоже замечательный вид на Невский проспект вам откроется. Так, а я хочу попасть... Наверное, мы это сделаем, да? Вот в этот двор. У нас же проходные дворы Невского. Вот мы попробуем пройти насквозь. Сейчас мы узнаем, насквозь чего.
С одной стороны, нравятся вот эти контрасты, когда с шумного Невского ты приворачиваешь в эти дворики, кофейни находятся, заросшие этим диким виноградом. И здесь абсолютная тишина. Как будто бы ты, я не знаю, в деревне какой-то или на окраине. Хотя, что такое окраины Петербурга? Это спальные районы с человейниками. А здесь вот так. Так, можем туда, можем направо. В таких дворах, там на первых этажах жилых домов, садики можно встретить. Ну, вот сейчас мы проходили, там как раз был слева в здании садик, справа верандочки для гуляния детей. Точно, мы куда-то выйдем. Так вот. Спасательный круг у кого-то на балконе. У кого-то шутки юмора. Отстроенные этажи. А мы оказываемся на Караванной улице. Мы сейчас рядом с Манежной площадью. Ну, я дойду, но выходить мы на нее не будем. Ну, надо понимать, вот здесь уже Манежная площадь. Там дальше здание Манежа. За ним инженерный замок. Но нам не туда. Нам обратно на Невский. Итак, да, мы на Караванной. То бишь это был такой проходной двор между... ну да, здесь мы могли также насквозь пройти между Малой Садовой и Караванной. Караванный проход, если угодно. Ладно. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга. Если что, давайте заглянем. Если не устраивает уровень благоустройства в Петербурге, то вот вы знаете, куда обращаться. На Караванную. Ну и дорожка пошла туда дальше. Нам не туда. Вот опять памятная плита, что в этом доме что-то когда-то Ленин был, Ленин жив и будет жить. Все ходы записаны. Интересно, можно по этим табличкам составить карту перемещения Ленина по тогда Петрограду уже, наверное.
будущему Петрограду. А мы тем временем приблизились к Фонтанке, к знаменитым коням Клотта. Торопиться не к чему, ибо светофор долгий. Аж цельную минуту тут стоять, любоваться конями, которые, получается, встают на дыбы перед желающими перейти. Здесь светофор. А мы, наверное, и перейдем, только в другую сторону. Переходим Невскую перспективу. Или Невскую перспективную дорогу. Какие уж у нее были перспективы, мы уже все знаем. Это добраться до Александра Невской лавры. Прогулку по Александро Невской лавре тоже можете посмотреть. Ну, собственно, что мы про коней знаем, что можем сказать. Те кони, которые смотрят лицом к площади Восстания, к Литейному проспекту, не подкованы, а те кони, которые смотрят в сторону Зимнего дворца, подкованы. А тут у нас отсылочки получаются. Да, есть подковы? Нет подков. Отсылочки у нас к Литейному проспекту, и что за... Почему Литейный, и что там лилось или проливалось, и что кони после этого становились подковами. Красивейший особняк. Мы даже, наверное, перейдем и почитаем табличку. Конечно, в поддержку, по крайней мере, цветовую поддержку с другой стороны Невского здания не настолько старичное. Итак, Невский мы немножко на Фонтанку привернем. Дворец Белозерских, построенного в 1799-1800 годах. Ну вот, представьте себе. Так, с той стороны реставрируют, усиляют набережную. Хорошечно, хорошечно. Так, а мы попробуем проверить еще один двор. Сейчас узнаем, получится у нас ли сквозь него пройти. Надеюсь, конечно, получится. Впереди у нас по Фонтанке Ломоносовский мост.
Мы вот так сюда и нырнем. И нырнем, все правильно. И пойдем сюда. Не знаю, повезло ли нам сейчас и всегда ли эти воротины открыты. О, ничего себе, тут, по-моему, бюст Маяковского. Да. Голова Маяковского. В каких-то пропорциях. Так, там у нас тупик. Да, походу, и здесь. Так. Да. О, ничего себе. Вы знали, вы знали? Там стеклянные ступени, да. Библиотека какая-то. Как будто бы, да. Так, а я тут высмотрел очередную арку. И мы пойдем в нее. Кстати, ну тут можно... Нет, тут все по порядку. Хотел показать табличку с номерами квартир парадной. Бывает очень забавно. Порядок нумерации. Сейчас, если увижу, покажу. Вы спросите себя, как так может быть. Так, и туда тоже можно. Вот там какие-то стройматериалы нам неинтересны. Так. У нас тут политические дискуссии у бабушек. Вот так, мы вышли на улицу Рубинштейна. Ну, можно сказать, и не узнать ее. Да, какая Рубинштейна летом, когда тепло. И как сейчас. Тишина, покой. Просто. Наверное, даже дальше нет смысла идти. Там у нас, если по Рубинштейну мы продолжили движение, вышли бы на 5 углов. 5 углов — это история про Владимирскую, про Загородный проспект. У нас сегодня Невский. И мы возвращаемся на него. Завернем сюда. Посмотрим, что за тут замечательный двор. Ух ты! Мы вышли из бухты. Вот опять, вы знали, вы знали? А тут, оказывается, мозаика. Мозаики. Вместо окон. Интересно. И что дальше? Неужели тупик? Нет, не тупик, слава богу.
Судя по шуму, конечно, вот тут какой-то собор. Прямо во дворе, можно сказать, скрытый от глаз, собор. Но мы оказались на Владимирском проспекте. Так, повернем налево и возвращаемся на Невский. Тем самым мы замыкаем, что называется, круг. Прошлая прогулка, прошлое видео полное проходные дворы по Невскому у нас как раз проходило по этой части Невского проспекта. Мы от Восстания шли сначала по одной стороне и потом по другой. Возвращались к Восстанию. А здесь, ну, собственно, было бы, наверное, логично окончить вторую часть сегодняшней прогулки по Невскому. Как мне кажется, все проходные дворы, которые есть на Невском и в которые можно было бы попасть, мы попали, мы прошли. Это было, может быть, напрямую у Невского, или вдоль Невского, или около Невского, но так или иначе. Знайте, что гуляя по самому Невскому проспекту, вы пропускаете очень многого настоящего Петербурга. Не только лишь его такую открыточную часть, но и реального. Засим прощаюсь. Всего доброго. Оставайтесь, подписывайтесь. Ставьте, пожалуйста, лайсики. Всего доброго.